Привет, куберы! Кубик мою Weilong GTS 3M я получил где-то 2 недели назад или около того, и практически сразу, буквально через пару часов с момента получения кубика, я записал видео с тестами, и чуть позже опубликовал его на втором канале, практически не настраивая, крутил этот кубик из коробки, как есть. А потом, спустя какое-то время, сделал еще одно видео с самыми крутыми попытками на этом кубе. За все время самые крутые попытки у меня были от 7 до 10 секунд. Какие-то из них попали на видео, какие-то нет. Это видео тоже есть на втором канале. Если хотите понять потенциал этого кубика на 100%, то обязательно перейдите по ссылке в описании или подсказке и посмотрите его. В совокупности я, наверное, открутил попыток 500 минимум, а может быть и всю 1000. Уже не сосчитать. Протестировал, как мне кажется, этот кубик я очень хорошо, и сразу скажу, что он меня в целом в итоге обрадовал. Один балбес сказал, что этот кубик совершенно не похож на своего предшественника Weilong GTS 2M, и типа это просто новый кубик под старым брендом. Это полная маразматическая чушь, глупость и невежество, и сейчас я это докажу. Строение Weilong GTS 3M было полностью основано на второй версии, они очень похожи. Как вообще можно говорить, что это просто новый кубик, который не имеет отношения к предшественнику, когда почти все детали третьей версии чуть ли не один в один повторяют детали второй версии? Центральные элементы практически идентичны, уголки по форме очень сильно похожи, ребра по форме тоже очень сильно похожи, но по материалам другие. Я рассказывал в предыдущем видео про этот кубик, что он весь в рельсах, на углах по несколько прорезей, на ребрах тоже можно их увидеть. И внутреннее строение сделано таким образом, чтобы уменьшить трение. Вот центральные крышечки были значительно изменены, было удлинено основание и немного переделана форма, но об этом говорилось в презентации. Можно еще сказать, что коробка почти такая же, как у второй версии. Можно сказать, что первая версия этого кубика тоже имела что-то похожее в плане регулировки, какой-то дополнительный сет для настройки был. Но если я не ошибаюсь, все это нужно было докупать отдельно, и в общем это было как-то странно. Но факт остается фактом, много у кубов повторяется. В строении данного кубика применяется бесцветный оригинальный пластик, а именно в ножках ребер и углов. Также этот пластик использовался в одной из предыдущих версий Weilong GTS. Вывод такой: у этого кубика сходств намного больше, чем отличий. Может быть, он крутится и ощущается по-другому, но дело в том, что даже минимальные конструктивные изменения в кубике могут сделать кубик совершенно неузнаваемым. Но это не будет значить, что кубик не имеет отношения к предшественнику. Я уже молчу, что просто настройка и смазка могут поменять кубик до неузнаваемости. По-любому у многих была такая ситуация, вот у вас есть какой-то конкретный кубик, вы берете у друга такой же, и он крутится совершенно не как у вас. И вот после того, как я показал сходство и отличия и на пальцах объяснил их, теперь напишите мне в комментариях, как вы считаете, Weilong GTS 3M это продолжение легендарной серии, или все-таки это совсем новый куб, который не похож на своего предшественника? Мне интересно будет почитать, солидарны ли вы со мной в этом вопросе. Не могу сказать, что Weilong GTS 3M мой единственный основной кубик теперь, но один из основных это точно, по крайней мере для классической сборки двумя руками. Предыдущий мой кубик Moyu Aolong Mini мне отлично подходит и для двух рук, и для одной руки, в отличие от этого. На мой взгляд, Weilong GTS 3M совершенно не подходит для однорукой сборки, как минимум мне. Дело в том, что на этом кубике есть рюшки, и специфика вращения с ними совершенно другая. Поясню подробнее за однорукую сборку. Смысл в том, что когда держишь кубик одной рукой, постоянно будет случаться такое, что берешься за рюшки, и когда крутишь, он как-то выскальзывает из рук, удерживание за рюшки проходит нестабильно, и это создает мне неудобство. Я попытался пособирать им одной рукой, ну может быть раз 15-20, ну вот никак не получается собирать им нормально одной рукой. Я выработал для себя правило, как определить, подходит ли куб для однорукой сборки. Оно актуально для тех, кто уже умеет собирать кубик одной рукой на каком-то неплохом уровне, хотя бы секунд за 30 или типа того. Вот если кубик не лежит в руке, неудобен по форме, то, наверное, надо пробовать что-то другое. Лично мне он не подошел по форме. К сожалению, я не смог привыкнуть. Наверное, кому-то он может подойти. Пробуйте, но не сильно на это рассчитывайте. Прежде чем я продолжу, я бы хотел порекомендовать свою витрину с крутым стафом на кубинг тему, которая располагается по адресу prokuber.prindirect.ru. На этой витрине ты сможешь купить футболку как у меня, а если тебе не нравится именно это, то ты найдешь еще кучу других крутейших футболок, толстовок, сумок, значков, магнитов и много чего еще на тему головоломок. Огромное количество разнообразных принтов, которые я нахожу, либо делаю сам. Это вам не какая-то шарашкина контора, а самая первая и, пожалуй, единственная витрина с мерчем на тему нашего любимого занятия, у которой не существует альтернативы. Сам уже делал там заказы много раз, есть доставка по миру, а по России есть даже курьерская доставка до квартиры. Все быстро и мега удобно. Поэтому заходите, смотрите, выбирайте. Покупая что-то на моей витрине, вы поддерживаете меня и мой канал.
Когда этот кубик был представлен на всеобщее обозрение компании Мую, я прогнозировал, что кубик получился экспериментальным, и вероятность того, что он окажется не самым удачным, будет высокой. То, что кубик экспериментальный, сомневаться не приходится, так как он вышел в единственной цветовой схеме из цветного пластика, и сначала он был только магнитным, и мне кажется, когда кубик проявил себя хорошо в бою, именно в этот момент компания Мую подсуетилась и сделала версию без магнитов. Не так давно у них в инстаграме была фотография немагнитной версии данного кубика. Возможно, у них прототипы были уже давно готовы, но если бы публика приняла очень холодно магнитную версию, то смысла выпускать версию без магнитов, мне кажется, уже бы не было. По поводу версии с черного и белого пластика. Вообще версии с наклейками сделать можно, уже были Мегамикс и Даян с рюшками, и они были из черного и белого пластика, то есть это возможно. Но что касается конкретно этого кубика, то наклейки нужны, скорее всего, будут новые, так как стандартные не сильно хорошо подойдут по форме и размеру. А это опять же дополнительные затраты на разработку, но если честно, я не исключаю, что может быть версия из черного пластика тоже. Это маловероятно, на мой взгляд, поживем увидим. Когда я делал второе видео, я рассказывал, что на этом кубике было установлено множество крутых результатов в районе 7-8 секунд. И некоторые куберы среднего звена начали переходить на этот кубик. Под куберами среднего звена я подразумеваю ребят, которые собирают за 7-8 секунд в среднем. Один из самых именитых это Китон Элис, он входит в топ-20 сильнейших спидкуберов мира и топ-10 сильнейших спидкуберов США, а это, наверное, один из самых сильных и конкурентных регионов в мире. Также он состоит в команде Мую. Предыдущий куб этого спидкубера был Мую Weilong GTS 2M. Перейдем, наверное, уже к кубику, а точнее сначала к его комплектации. Это классная подарочная картонная упаковка в черно-золотых цветах. Выглядит супер премиально, но не нужно забывать, что это всего лишь кубик, а не какие-то дорогущие золотые часы. Далее это пластиковый бокс или подобие бокса. Скорее всего он предназначен, чтобы хранить кубик дома на полке или в магазине, чтобы выглядело красиво. И тут можно задать вопрос, выглядит ли это красиво. В принципе да, выглядит. Но лично мне это не нужно, я так кубик дома не храню. А этот бокс для переноски мне не очень удобен. В принципе он неплох, но проигрывает по размеру другим. А еще острые углы его немного меня напрягают, но он хотя бы не хлипкий как у Гана, это уже делает его круче по функционалу, но не по виду. У Гана все-таки красивей, но самый крутой по функционалу и внешнему виду бокс от Мафангов. Шикарный матовый бокс, наверное, у него нет минусов. Бокс от Мою это прям конструктор, практически лего в исходной позиции, он в таком виде. А внизу у него на дне расположены две такие штучки, благодаря которым само дно превращается в красивенькую подставку. Но опять же, я так кубы не храню и не буду хранить в таком виде. И мне кажется, никто так не хранит. Пара движений у нас получается неплохая подставка. А еще, оказывается, оно может крепиться с другой стороны вот так. Немного подумав, я решил, что этот бокс от Мою можно использовать как подставку для канцелярии или принадлежности для ванны, бритвы, зубной щетки и пасты. Эта идея мне нравится больше. Так я, пожалуй, и поступлю, потому что другого применения для этого бокса я не нашел. Что касается коробки, на которой написано «бокс с аксессуарами». Данная коробочка – это жемчужина данного кубика. В ней содержится то, что делает этот кубик уникальным в своем роде и выводит его на совершенно новый уровень. В данной коробке находятся карточки с рекордсменом и основателем Мою, две инструкции, запасная гайка с зубчиками, которая обеспечивает нашу суперточную и крутейшую настройку. Наверное, на случай, если она сломается. Правда, я пока не представляю, как это возможно сделать, но пусть будет. Крестовая отвертка, но ее роль в настройке куба минимальна, потому что для точной настройки она вообще не нужна. Она нужна один раз, чтобы собрать куб по деталям, если он по какой-то причине оказался разобран. А дальше уже нужна другая отвертка. Вот эта маленькая штучка, это и есть самый важный атрибут. Я серьезно, эта мелкая хрень способна поменять кубик очень легко до неузнаваемости, буквально за 1 минуту или даже меньше. Как вообще я вижу применение всех этих инноваций? Очень просто. Вначале кубик был из коробки смазан заводской смазкой и крутился сразу хорошо. Я поигрался с настройкой, сделал подходящую для себя, но через какое-то время смазка высохла и утратила свои свойства. А я просто решил ослабить натяжение, механически покрутив гайки. И получил практически то же самое, но без смазки. То есть по сути этот кубик, в котором можно не использовать смазку, а добиться такого же эффекта путем регулировки гаек. На мой взгляд, это просто бомба. Что по поводу сравнения с кубиками Ган? Наверное, логично было бы сравнивать самые новые кубы друг с другом, но у меня еще нет кубика GAN 354M, и я бы хотел сравнить не кубы, а именно систему регулировки. Я знаю, что в GAN 354 обновленные гайки, но суть это не поменяла.
Чтобы поменять уровень жесткости в кубиках GAN, нужно полностью разобрать кубик до основания и прикручивать новые гайки. Это может занимать 5 минут или типа того, если все делать быстро. А если комплектов гаек 6 и вы хотите попробовать все, это может занять час. А еще GAN тяжело настраивать, там все делается примерно на глаз. Это еще усложняет процесс настройки. Система GAN крута по идее, но реализация, как мне кажется, просто не сравнится с тем, что сделали MOU. Может быть, даже градация настройки у GAN больше, но сам факт того, что настраивать очень неудобно и муторно, никуда не девается, и это очень прискорбно. А еще там нет никакого фиксатора. При закручивании гаек новички часто срывают резьбу, сам был неоднократно свидетелем таких ситуаций. В кубиках MOU эта проблема полностью решена. В комплекте есть два пластиковых фиксатора, цель которых затянуть кубик оптимально и равномерно, и при этом не сорвать резьбу крестовины. То есть сорвать резьбу по неосторожности просто невозможно. Это супер важная тема, особенно для новичков. Сколько кубов было испорчено от непонимания, насколько сильно нужно затягивать винты, я боюсь даже представлять. Как я уже сказал, в комплекте две инструкции, одна из них по сборке бокса, какие положения он может принимать и так далее. Как будто так много вариаций существует, что с ним можно делать. Там всего лишь 4 детали, как стол из Икеи, все супер очевидно, но почему-то сделали инструкцию для этого, а вот по этому барахлу из аксессуаров почему-то сделать инструкцию они не удосужились, хотя очень бы не помешало. Например, я вот не сразу понял, что вот это фиксаторы. И вот по этой отвертке тоже бы очень хотелось схематичную инструкцию, хотя бы в виде картинки. Почему этого нет, я вообще не понимаю, это самое важное. В презентации, конечно, видел кое-какую информацию, но далеко не все ее видели. Вторая инструкция по сборке кубика на английском и китайских языках, ну и немного информации про компанию. Такие мы уже видели сотни раз. То, что кубик мега крут, сомневаться вообще не приходится. Я, наверное, обновил все свои рекорды на нем, кроме сингла, а именно, скорее всего, обновил рекорды по среднему из 5, 12 и 100. Но я уже давно не запоминаю их и тем более не записываю. Этот кубик мне очень нравится своим вращением. Оно быстрое и супер четкое за счет довольно сильных магнитов и рельс, которые уменьшают трение. Я могу собирать на кубике Weilong GTS 2M, но мне это не очень комфортно делать, потому что кубик чересчур быстрый. Он летит быстрее меня, я просто за ним не успеваю. Кубик не должен быть быстрее спидкубера, а этот напротив как раз в меру именно под меня, под мой стиль вращения идеально подходит. Что я могу рассказать про опыт взаимодействия с рюшками? В первые моменты, когда я взял кубик в руки, я подумал, ну хрен его знает. Было странно и непривычно, но покрутив немного, я довольно быстро к ним привык. Все дело в том, что на этом кубики очень гладкие рюшки, даже более гладкие, чем на мегаминксах от X-Men. Именно за счет этого они меня и не раздражают. После 50-100 сборок у меня иногда рюшки начинают натирать указательные пальцы, но это не сильно напрягает. То же самое у меня бывает после того, как я пособираю мегаминкс. Но на мегах рюшки более ярко выраженные, более острые, так скажем, и указательные пальцы работают намного больше, поэтому именно на мегах пальцы натираются сильнее. В целом, как оказалось, рюшки не так неудобны, как могло бы показаться изначально. Если честно, мне бы хотелось такой же кубик, но без рюшек, но, к сожалению, этого не произойдет, поэтому будем довольствоваться тем, что есть. На этом у меня все, я рассказал весь опыт взаимодействия с данным кубиком за несколько недель. Если вам понравился мой очень детальный обзор с аналитикой этого кубика или просто было интересно послушать, что я расскажу про него, то поставьте лайк и напишите комментарий. Особенно если хотите, чтобы я продолжал рассказывать о кубах в таком формате с детальными объяснениями. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие и еще более крутые видосы. Также с недавних пор у меня есть второй канал, большая просьба тоже подписаться, там я уже выкладываю свои сборки разных кубов и возможно будут видео на отвлеченные темы заранее, огромное спасибо. Не забывайте подписываться на мои инстаграмы, вступайте в паблик ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, буду рад всем, все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.